Здравствуй, я Влад, на этом канале известный как Лурвамша. Ты мог слышать обо мне во время серии терактов в Южной Африке в 2005 году, но теперь я просто делаю обложки для релизов, иногда залетаю на фиты, снимаю видео, а также неплохо метаю каштаны. Что мы будем делать в данном формате? Мы будем брать музыку из твоих любимых игр, фильмов, аниме, перерабатывать ее, дорабатывать, где-то улучшать и превращать в совершенно противоположный жанр. Пока это все будет завариваться, я вместо вот этих скучных процессов и туториалов лучше расскажу тебе как о первоисточнике, откуда мы будем брать сэмпл, так и о конечном жанре, в который это в итоге превратится. Предлагаю поставить заранее лайк, если не понравится, потом его уберешь, ну и давай начинать. Первым делом я как мужчина и добытчик должен достать то, чем моя жена накормит детей на ужин. В интернете я прочитал, что детям нравится Майнкрафт, поэтому отправляемся туда и ищем подходящий нашему запросу трек за авторством C418. И пока я в поте лица выбираю нужную нам добычу, давай подумаем о том, что можно из нее приготовить. Самое простое — лоу-фай хип-хоп, но делать чилловую музыку из спокойного эмбиента — это поступок подлеца, а не мужчины, это слишком просто. Второй вариант — фонк, с которым также есть небольшая проблема. Что бы ты ни готовил в этом жанре, у тебя обязательно выйдет пятикратно переваренный кал, поэтому надо довериться зову сердца, отобрать у Стива один из моих любимых треков и действовать по ситуации. Собственно, Moog City. Наша задача — правильно его разделать и выбрать самую лучшую часть, которой будет вот этот отрезок. В качестве приправ предлагаю добавить на него вот это и это, а также понизить его на октаву. Охуенно, атмосферно, мрачно. Идеально подходит для игры в шахматы под героином, но что если попробовать сделать из этого что-нибудь более интересное и аутентичное? Например, Dungeon Rap. Давай не будем себя обманывать, никто не хочет в 100-й раз слушать историю о том, как появилась музыка в Майнкрафте и что за ней стоит, так что в этот раз вместо первоисточника предлагаю подробнее углубиться в историю финального жанра. Удивительно, но наш фундамент — это жанр Dungeon Synth, который появился благодаря блэк металу в далеких 90-х годах. Если вкратце, блэк-металлисты, которые вдохновлялись вот этим северным фольклором, сагами и мрачной красотой природы, хотели погрузить слушателя в ту самую атмосферу. Но была одна проблема. Достаточно непросто создавать мрачную, загадочную, темную, теплую, мокрую, любую атмосферу, когда у вас на всю группу только сломанная электрогитара, порванный барабан и вокалист. А на другие варианты денег-то особо и нет, ведь вы же true black металлисты. Выходом из ситуации стала покупка дешевых синтезаторов, на которых наигрывались интро, перебивки, аутро и переходы между песнями на альбоме. Музыканты брали мотивы из фольклора, классики и редких на то время фэнтези-произведений, а затем в упрощенном виде наигрывали их на тех самых дешевых синтах, что придавало им своеобразную пластмассовость и лоу-файность. Со временем они научились делать это настолько стильно и атмосферно, что некоторые из треков можно было смело использовать как саундтрек к игре со средневековым сеттингом, и как следствие этот звук отпочковался от блэк-металла и стал отдельным жанром, который будет обречен попасть в руки битмейкеров будущего. Собственно, базу мы теперь знаем, синт у нас есть, звучит он атмосферно, загадочно, то, что нам надо. Возможно, ты захочешь меня спросить: Влад, а канонично ли выдавать музыку из Майнкрафта за фольклорные мотивы, основанные на сагах и сказаниях? Теперь да. Наш сэмпл — это такая своеобразная мясная основа для нашего блюда, а значит, нам надо его отбить. Отбивать будем классическими трэп-ударками для того, чтобы его смогли проживать даже самые избалованные рэперы. Звучит просто охуительно. Наверняка также сказал DJ Sacred, которого принято считать одним из первых, кто додумался засэмплировать те самые синты из блэк-металла и смешать каноничную атмосферу с Мемфисом. Примерно так и появился Dungeon Rap всего каких-то 5 лет назад. Его рецепт до примитивности прост. У нас уже есть синт и ударки. Следующий ингредиент — это бас, который должен быть не особо ярким и просто нагнетать на фоне. Но попробовав около 1000 сортов баса, я решил остановиться на более агрессивном варианте.
Звучит так, будто наш замок атакуют орки, а это по сути то, что нам надо. Следующий ингредиент — это голос. По сути, в данжен рэпе его может и не быть, но кто в здравом уме будет слушать бит без голоса, если это не лоу-фай хип-хоп девочка? Поэтому у нас есть два пути — простой и сложный. В простом я убиваю определенное время на поиски акапеллы, накладываю ее на наш бит и получаю вот это. Блять, это уже интереснее, чем 80% фонка. А если еще взять наш сэмпл и в одном случае его растянуть, а в другом ускорить, то мы получим не только атмосферное вступление, но и загадочный переход вместе с перкуссией после акапеллы. И как бы вот он, почти готовый данжен рэп. Накрываем на стол и заканчиваем видео. Но у меня есть пара идей, как можно сделать интереснее, если не ебать себе мозги тру рамками жанра. Ведь, как ты понимаешь, у нас остается еще один вариант. Собственно, я показал тебе типичный советский рецепт данжен рэпа. Берется сэмпл синта, желательно с какого-нибудь аутентичного альбома, где вокалист после записи зарезал и съел свою жену и детей. Но музыка из Майнкрафта тоже подойдет, почему бы и нет. Накидываем туда ударки, накидываем туда бас, накидываем туда типичную для Мемфис рэпа читку и шлифуем это все реверберацией. Вот он, данжен рэп готов. Во втором варианте мы все это оставим, за исключением одного но. Мы перезапишем голос. И перезапишу голос, как бы мне не было впадлу, я. Но это будет буквально через минуту, а пока что представлю тебе еще ряд своих инициатив по улучшению жанра. Во-первых, если древние металлисты топили за атмосферу, почему бы нам не улучшить ее парой нехитрых приемов? Открываем амнисферу и накидываем в наш чан разные эффекты и перкуссии, которые должны быть в каждом уважающем себя подземелье или старом замке. Это завывание ветра. В пещере должен быть сквозняк. Это чье-то дыхание за твоей спиной, ведь если никто не дышит тебе на ухо на протяжении всего приключения, это обычная прогулка, а не квест. Можешь использовать этот аргумент как оправдание в суде по делу о домогании. И напоследок, это чьи-то крики вдалеке, для напоминания нам о том, что дыхание за спиной не самая главная проблема. Во-вторых, я написал пару куплетов, сейчас я их запишу и будем думать, что делать с этим дальше. В этих куплетах я призываю тебя подписаться, поставить лайк и написать в комментариях, откуда я могу взять музыку для следующего видео. Самый оригинальный вариант получит в подарок от нашего заведения купон на фирменную кружку с говном. Условия акции уточните по телефону 8 603 551 2312. Попробовал я разные варианты исполнения читки, куплетов, потом я подумал, посмотрел в окно. Еще раз подумал и пришел к выводу, что ебись конем этот данжен рэп. Получилось немного не по канону, но с другой стороны это же и к лучшему, ведь, как мы можем знать, разум, зажатый рамками обстоятельств, вынужден потухнуть, обоссавшись и обосравшись.